Привет, дорогие друзья! Я продолжаю серию видео, посвященных моему рабочему месту, моим техническим моментам. И в сегодняшнем видео я расскажу о инструментах, которые я использую для работы с полимерной глиной и для создания миниатюр. У каждого мастера инструменты могут отличаться, но есть такие базовые инструменты, которыми пользуются все или практически все. Сейчас я вам покажу. Итак, это основные инструменты, которыми я пользуюсь. Сейчас я расскажу подробнее о каждом из них. Итак, мы начнем с вот таких вот стекляшек. Это то, на чем я формирую изделие и сразу же запекаю. Эти стеклышки я вырезала самостоятельно из-под фоторамок. Да, это было довольно сложно. И если есть возможность найти такие маленькие стеклышки уже готовыми, это было бы очень здорово. Вот такие вот стеклышки. Так, дальше. Это лезвие. Лезвие, вот одно лезвие достаточно тугое. Вот его сложно согнуть. Второе лезвие более сгибаемое. И, конечно же, макетный нож. Эти лезвия я использую для вырезания каких-то ровных частей, вот досточек или каких-то длинных вещей. Вот это лезвие я могу немножко согнуть и вырезать вот таким вот образом. Ну, в основном я использую его, потому что оно достаточно острое и тоньше, чем это лезвие. Вот. Оно может так зрительно и незаметно, но это лезвие тоньше. И им хорошо нарезать одинаковые кусочки. Макетный нож я использую для вырезания каких-то фигурных частей из полимерной глины. Это очень удобно. Вот эти вот лезвия, они снимаются, и их можно менять. Достаточно быстро приходит негодность лезвия, и оно тупится, и приходится заново вставлять. Это то, что я покупаю достаточно часто. Вот эти лезвия. Далее. Вот такие инструменты под названием DOTS. DOTS от английского слова точки. Вот такие вот шарики на концах. Ими удобно формировать различные изделия. Есть большой шарик, есть чуть-чуть поменьше. И совсем такая вот штучка. Она, в принципе, похожа на иголку, но в конце, видите, она округляется. Очень удобные вещи, особенно пользуюсь вот этой. Видите, вот эту вот часть, она у меня отпала, и я сделала ее самостоятельно из глины. Вот такие инструменты. Кстати, это тоже ручка из глины, потому что этот инструмент у меня поломался достаточно давно. Такие инструменты используются в маникюре, и если их искать, то можно найти даже вот в товарах для маникюра. Дальше это щеточка. Щеточка для придания текстуры, например, хлебу, какой-то выпечке. Это такая очень нужная вещь. Также можно, конечно, использовать и зубную щетку, но здесь такие вот зубчики, они более, как сказать, вот более плотные, более толстые. Вот в зубной щетке они, хотя смотря какая зубная щетка, там они более такие меленькие. Далее, это игла. Игла такого плана и вот такого плана. Вот, игла для взрыхления. Игла, достаточно часто используется, если вы посмотрите по моим видео. Вот, игла у меня практически в каждом видео. Обязательно я ее использую и как бы
очень важный, очень нужный инструмент. Эту иглу я делала самостоятельно. Это была обычная швейная иголочка. Ручку я делала из полимерной глины. Вот, тоже очень удобно. Если взрыхлять ею не очень удобно, если сделать ручку более дальше, вот, допустим, вот так вот, то взрыхлять было бы удобнее. Так получается, что эта ножка как бы уходит и не очень удобно. И вот такие вот кадры для вырезания. Это, конечно же, очень нужная вещь, особенно для посуды. Тарелочки, чашечки. Вот, без них сложно. Они экономят время и режут хорошо. Им уже очень много лет. Пользуюсь ими постоянно. И вот такие вот тоже у меня. Я, честно говоря, даже не помню, откуда они. Чем они лучше. Видите, здесь они соединяются, а здесь соединений нет. Очень хорошая штука. Но не помню, откуда они у меня появились. Где-то из строительного магазина. Вот, что я вам могу сказать. Вот это инструменты, которыми я пользуюсь. Это самые главные инструменты, без которых я не могу работать вообще. Вот, все остальные инструменты, которые у меня имеются, это уже второстепенные. Без них я могу нормально работать, нормально делать изделия. Вот, это самое-самое главное. И на самом деле цена вот этих инструментов достаточно низкая. К тому же можно заменить. Вот эти вот кадры, если их невозможно найти, можно вырезать с помощью бумаги, шаблон и переносить на глину. Иголочку можно использовать шило. Щеточку можно использовать зубную щетку. Вот, я думаю, это что очень доступно. Лезвие можно взять лезвие от канцелярского ножа, либо бритвенные лезвия. Ну, вот эти бульонки, конечно, сложно заменить. Ну, тут как бы желательно, конечно, потратиться. Ну, и нож для меня тоже очень важен. Конечно, можно вырезать просто лезвием, но, опять же, это не очень удобно. Стеклышки я бы хотела более профессиональные, конечно же. Они и так мне вышли очень дешево. Вот, можно использовать какой-то кусочек металла, может быть дерево. Но к дереву, конечно, хуже прилипает глина. Вот. И, кстати, вот эти все инструменты, абсолютно все, не знаю по поводу стеклышек, но вот эти вот можно купить на Алиэкспресс. Вот, я специально заходила, посмотрела. Да, там есть именно все вот эти вот инструменты. Я могу даже оставить ссылочку вам под видео. Если кому-то будет интересно, вы можете заказать. О других вещах я расскажу в следующих видео. Пишите свои комментарии. Если вам что-то интересно узнать, возможно, что-то я недорассказала, пишите, я отвечу. Конечно же, расскажу подробнее. Вот, и все. До следующих видео. Подписывайтесь на канал. Все, до свидания. Пока всем.